Так что вы говорите, вас беспокоит? Понимаете, он же все время прет наугад, берегов вообще не видит. Блеклый такой, невзрачный. Я его вообще не понимаю. И постоянно все забываю. А вы точно говорите не о своем муже? Вы вообще меня не слышите? Я говорю про эхолот. Ну тут все просто. Мы пропишем вашему эхолоту карту. Привет! Сегодня мы изучим, пожалуй, самые популярные карты от компании Navica, CMAP и функционал Genesis Live. Пройдемся по всем настройкам, рассмотрим нюансы, особенности и минусы, взглянем на альтернативные карты и научимся объединять несколько карт Genesis Live в одну. Так, компания CMAP, основанная в 1985 году в Италии, фактически одна из первых в мире, начала перевод бумажных морских карт в цифровой векторный формат и производила картографические продукты по всему миру как для коммерческого судоходства, так и для частного сектора. Но в 2017 году компания Navica приобрела компанию CMAP, а в 2018 году произошло окончательное объединение компаний, и CMAP стала частью Navica Group с дальнейшей интеграцией продуктов CMAP как основной картографии для карплоттеров Navica Group. В декабре 2020 года CMAP большую часть продуктов коммерческого сегмента продала регистр Lloyd, полностью сосредоточившись на потребительском, то есть нашем сегменте, оставаясь в составе Navica. Итак, изначально в эхолотах Lowrance имеются предустановленные карты регионов, для которых выпускались аппараты. Вот в данном случае американец, и мы видим карты США и прибрежных зон. Эти карты весьма ограничены в функционале. Но, как говорится, детка, мы больше не в Канзасе. Нам от этих карт США ни горячо, ни холодно. Хотя в настоящий момент у CMAP достаточно много картографических продуктов, включая максимально подробные с 3D-структурами и вот этим вот всем, что называется на любой кошелек. Но вот незадача. Россию и Беларусь они перестали любить, и теперь у нас отсутствует возможность легального приобретения. Но так или иначе, эти карты имеются в продаже. И на сегодняшний день в магазине Александра Ховрина предоставлены карты на выбор. Итак, вставляем в слот эхолота флешку с картой, наблюдаем надпись «Загрузка карт». И по окончании инициализации флешки выскочит окно, в котором вам будет предложено выбрать карту CMAP. В моем случае средней части России RS-Y050. Соглашаемся, и теперь обратите внимание, что появились черные контуры, обозначающие границы записанных карт. Если мы перейдем в меню «Больше опций», «Параметры карты» и включим Genesis слой, то внутри очерченных границ мы увидим затемнение. В данном случае это дает нам понимание, что на карте имеются подробности по Волге и водоемам центральной части России. Пока нам не понадобится режим Genesis слой, выключаем, позже мы к нему еще вернемся. Итак, увеличиваем масштаб и видим, что мы находимся в данном случае на Волге в районе города Калязин. Приблизительное очертание береговых линий, приблизительные глубины, элементы судовой инфраструктуры, такие как бакины, фарватер, судовые знаки, названия населенных пунктов, даже высоковольтные линии электропередач. По сути, изображение экрана карт — это некий слоеный пирог, и на каждом прозрачном фоне отображены свои данные, то есть идет слой подложки с приблизительными картами глубин, на них накладываются слои с инфраструктурой судоходства, слои интерфейса управления и заканчивается слоем наложение цифровых значений, скорости, глубины и прочих показателей. К сожалению, для пользователя не предоставляется управление очередностью и прозрачностью каждого слоя по отдельности, чего порой не хватает.
Например, меня очень бесит, что слой отрисовки Genesis Live полностью перекрывает слой, обозначающий фарватер. И это никак нельзя изменить. Ну да не будем на данный момент так сильно углубляться. Так как дно водоемов весьма изменчивая структура, и год от года видоизменяется иногда даже очень кардинально, например, на одном участке реки течением нанесло песка, и там, где пару лет назад были приличные глубины, сейчас могут возникнуть даже мели. А там, где еще вчера была мель, прошел земснаряд, и теперь там копанка с приличными такими глубинами. Поэтому не нужно слепо доверять этой карте. Впрочем, как и любым другим. А следует считать подобные карты маршрутными, то есть, по сути, судоходный навигатор. Очевидно, что на фарватере никогда не возникнет мели, ввиду того, что за состоянием судового хода постоянно следят соответствующие службы. А вот на небольших речках, где отсутствует судоходство, разметка приблизительных глубин может и вовсе отсутствовать. И, кстати говоря, например, этот участок реки принадлежит Угличскому водохранилищу. И я сам неоднократно наблюдал, как в течение дня может несколько раз поменяться направление течения реки и, соответственно, измениться и уровень воды от полуметра до метра. Я уже не говорю о более продолжительном периоде времени. И перед тем, как мы пройдемся по настройкам, выведем на экран необходимые данные. Однократное нажатие на кнопку включения, и перед нами появляется краткое оперативное меню. Редактирование наложения, в правой части экрана «Добавить», находим закладку «Эхолот», ставим галочку на пункте «Глубина», крестик, клавишами плюс-минус подбираем размер текста и сохраняем. Теперь идем на главную страницу «Установки», в левом столбце находим «Карта», включаем по оси судна и по курсу. Длину указателей ставим по вкусу. Я предпочитаю 100 километров. Возвращаемся на карту. По центру экрана видим стрелочку, обозначающую наше судно. При наличии компаса на борту лодки наблюдаем синюю прямую, обозначающую направление оси судна, которая вычисляется, исходя из положения лодки относительно магнитного полюса Земли. Красная линия — это курс. Вычисляется, исходя из движения судна относительно GPS-координат. Открываем меню карты, больше опций. Нас интересует ориентация карты. По умолчанию классика север сверху. Также можно установить курс вверх. Но для вычисления данной величины необходимо движение судна, поэтому на малой скорости или на якорной стоянке реальное положение лодки относительно планеты не просчитать. Для этого существует настройка положения карты относительно направления лодки. Но, повторюсь, для вычисления направления судна и максимально точного позиционирования лодки в пространстве потребуется отдельное устройство компас, а в нашем случае Fix Point. Вот взгляните, как ведет себя позиционирование лодки на карте без компаса. А теперь с компасом. Думаю, вопросы у вас сами отпадут. Далее. Наблюдаем настройку «Смотреть вперед». Удобно, когда вы на достаточно высокой скорости движетесь по водоему и наблюдение участков карт пройденного маршрута не имеют значения. То есть данный режим перемещает центр вращения карты вниз. В общем, такая же настройка по умолчанию устанавливается в автонавигаторах. Трехмерная. У Simap имеются морские трехмерные карты. Прикольные, но удовольствие дорогое. Думаю, наши заграничные богатые друзья, которые могут себе позволить такие, смогут с ними разобраться как-то самостоятельно. А вот для рек России я таких не нашел. В общем, для нас эта функция бесполезна, выключаю. Далее, цвет путей. Раскрашивает трек в различные цвета, например, в зависимости от скорости лодки. Иногда полезно троллингистам для анализа пройденного маршрута. Но у нас не прижилось, я ни разу не встречал, чтобы кто-то это использовал. Вероятно, это очень полезно при ловле там какого-нибудь марлина в океане. В общем, кому интересно, несложно разобраться самостоятельно. Далее.
Идем в параметры карты. Как видим, у данной карты некоторый функционал недоступен. Это связано с тем, что у SIMAP много разных продуктов, и у некоторых из них имеются дополнительные функции. Но в интересующих нас картах таких наворотов нету. Батиметрия высокого разрешения. Выводит на экран более подробные линии изобат с максимально возможным градиентом. Но этот режим очень сильно нагружает процессоры устройства и требует повышенной скорости от флеш-накопителя. Ну и, соответственно, большее выделение тепла, расходов аккумуляторной батареи и так далее. Поэтому по умолчанию данный режим выключен. Лично я пользуюсь им крайне редко, когда в этом возникает острая необходимость. Так, Genesis слой. Нажимаем и видим, как карта стала темнее. В действительности это некий аналог CubeDrive у Garmin, когда вы можете в полуавтоматическом режиме скачивать непосредственно с сервера коммерческие карты, обновления, дополнения и так далее. Ну и, насколько я понимаю, делиться своими отрисовками и закачивать социальные карты. Но так как нас пустили мимо входа года так с 14-го, и социальные даже карты для нас недоступны, в общем, не любит как-то нас SIMAP. Navico вообще-то нас любит, особенно продавать приборы. И уже SIMAP принадлежит Navico. Но вот тут любит, тут не любит, ромашка какая-то. Но, кстати, к этой функции мы еще вернемся, а пока выключаем. Детали карты. Вывод на экран подробностей. Дополнительных навигационных знаков, более подробных изобат. Иногда для снижения нагрузки на карплотер, особенно в местах отсутствия судоходства, рекомендую ставить средний или низкий с целью экономии ресурсов. Категория отображаемых объектов. Я не силен в английском, у меня выбраны все. Палитра глубины. Тут можно выбрать различные типы отображения карт судоходства. Лично мне нравится стандартный, когда с повышением глубины уменьшается яркость градиента. То есть, чем глубже, тем темнее. Глубинный фильтр убирает мелкий рельеф, то есть выполняет сглаживание определенного диапазона. Но это чисто морская тема, на реках ее лучше не трогать. И теперь мы идем в затемнение. Тут видим две палитры глубины с уже предустановленными настройками. Хочу обратить ваше внимание на то, что часто встречаю, как рыболовы выбирают сразу оба пресета, которые по сути перекрывают друг другу, мешая работать. В общем, это абсолютно неправильно. Сейчас мы постараемся с вами в этом разобраться. Итак, лично я для себя пресет глубина 1 настраиваю как палитру для джиговой ловли, а вторую для троллинга. Заходим в настройки. У каждого пресета затенения и имеется возможность раскрасить до 10 диапазонов глубины. И в первой палитре обозначаю красным опасные глубины для своей лодки от 0 метров. Второй цвет пусть будет оранжевым и начинаться с 2 метров. 3 метра оставляем желтым, зеленым обозначаю 4 метра, следующий 5 и так далее. Обратите внимание на то, что шаг глубины всегда целое число, независимо от того, в каких единицах измерения ведется отчет. И вот что у нас получилось. Так как на глубине более 12 метров я никогда не джигую, то и окрашивание перепадов глубин свыше 12 метров мне совсем не нужно. Ну а теперь настроим второй пресет для речного троллинга на судака. Красный для нулевой глубины. Ну и так далее, почти что все как на первой палитре. И когда мы по результатам опроса местных рыбаков, или исходя из собственного опыта, или наблюдений в эхолот, по расположению Юпитера и прочих там факторов решили пройтись, скажем, по глубине 5 метров, то редактируем значение 5 метров на соответствующий комплементарный цвет. И на карте мы прекрасно видим желательный маршрут следования. Ну или 8 метров. Теперь посмотрим на так называемые кольца расстояния. Идем в установки, карта, включаем кольца расстояния, и у нас на карте появляются, кто бы мог подумать, кольца расстояния. На первый взгляд перспективный инструмент.
Вот только отдельного управления масштабом колец на данный момент не существует. И потому я практически им не пользуюсь. Например, масштаб карты 5 метров на 20 миллиметров карты. При этом масштаб колец 10 метров. Начинаем менять масштаб карты и видим, что масштаб колец тоже изменяется. Вот у нас масштаб 10 метров на 20 миллиметров, а кольца стали диаметром 25. Доводим масштаб карты до 20 метров на 20 миллиметров, а кольца по-прежнему 25 метров. То есть кольца живут своей какой-то жизнью. Честно скажу, пока лорик не прикрутит управление кольцами как независимым инструментом, это полная лажа, которая только мешает. Теперь посмотрим на нижний левый угол экрана. И тут мы видим очень важное окно информации. В нем отображаются координаты курсора на карте, дистанции до него и угол относительно оси судна. За последние годы Navica весьма продвинулись в построении маршрутов. Давайте и мы с вами построим маршрутик, создаем точку, скажем, тут, и устанавливаем точку финиша предполагаемого маршрута. Теперь разворачиваем меню и жмем кнопку Ace Routing. Выбираем полный маршрут, дожидаемся просчета, и вот наш маршрут построен. Сохраняем. И теперь этот маршрут доступен к показу, а также для работы с автопилотом, например, на базе GPS-якоря Matterguide или Lowrance. При желании маршрут можно убрать с экрана. И теперь переходим к самому интересному. Как я уже упоминал, карты глубин CMAP приблизительные, и их следует уточнять собственными отрисовками. Для этого в карт-плоттере имеется 3 вида слоев наложения. Термальная карта, выбрав которую вы можете начать запись температуры поверхностного слоя воды, исходя из показаний термистора, например, размещенного внутри датчика. Имеется настройка этого наложения, в котором наблюдаем прозрачность, 3 палитры на выбор и кнопку «Очистить историю». Наложение структуры. Выводит на экран поверх нашей карты слой, отображающий эхограмму бокового сканирования. В настройках этого слоя мы можем изменить прозрачность наложения, и помимо дублирования настроек бокового сканирования имеется крутая настройка отключения так называемого столба воды. Если вы не знаете, о чем идет речь, и не понимаете принципа формирования этих темных полос справа и слева от лодки, значит, вы не смотрели выпуск о том, как устроено боковое сканирование. А так как это база, так сказать, матчасть, то очень рекомендую к просмотру. Поверьте, у вас закроется очень много вопросов. Так, и вот тут непонятно, почему функция отключения столба воды у Lowrance имеется только на экране карты, а в настройках самого сайт-скана эта функция отсутствует, что меня, как пользователя Lowrance, в общем-то, очень сильно огорчает. Ладно, также при желании имеется возможность записи этого слоя и конвертации в отдельную структурную карту. И, наконец, самое полезное наложение — слой Genesis Live. Представляет из себя батиметрический слой, который отрисовывается непосредственно на водоеме. То есть самая точная карта глубин. Работает это следующим образом. Карт-плоттер берет данные о глубине из классического сонара, привязывает эту величину к GPS-координатам и в итоге записывает их в виде базы данных, схожей с SQL, в соответствующий формат на флеш-накопитель, откуда впоследствии условно SQL-запросом запрашивает данные определенного квадрата и выводит на экран данные с соответствующей интерполяцией, сглаживая перепады глубин. И вот тут имеются нюансы. Постоянные зрители нашего канала помнят, что классический сонар усредняет глубину под лодкой. Это связано с особенностью технологии в целом. Если вы пропустили выпуск о том, как работает сонар, рекомендую посмотреть. Это поможет вам осмыслить многие процессы и лучше разобраться в понимании эхолокационных механизмов. Итак, угол так называемого конуса сонара на частоте 200 кГц
равен 16-20 градусам. А это означает, что пятно контакта сонара с дном с учетом округлений и упрощений на глубине 10 метров будет около 3 метров. При этом в такой диаметр может попасть значительно резкий перепад глубины. Но этот перепад не будет зафиксирован сонаром. Либо будет получена наименьшая глубина, либо показания усреднятся в зависимости от ситуативных условий. А вот выводиться на экран карты это пятно будет диаметром 52 метра. Причем какие-либо настройки данного параметра отсутствуют. А еще занятней эта ситуация выглядит на водоемах с очень большими глубинами. Например, на глубине 140 метров 200 кГц бесполезны, а пятно контакта сонара на частоте 83 кГц составит 160 метров с соответствующими усреднениями и вот этим вот всем. А вот отображение этого пятна на карте будет по-прежнему 52 метра. И конфигурирование, переключение прибрежных глубин и вот этого всего не помогают. То есть радиус 26 метров нерегулируемая величина, как и нюансы интерполяции вывода на экран. Другими словами, независимо от водоема и глубины, эхолот записывает тоненькую полоску данных, а потом визуализирует эти данные очень-очень-очень приблизительно. Итак, с этим мы разобрались. И теперь нужно понять, как этим грамотно пользоваться. Предположим, мы на незнакомом водоеме. Или на знакомом, но на участке, где давно не были. И так как за время нашего отсутствия структуры дна участка могли значительно измениться, рекомендую сначала хотя бы поверхностно провести сопоставление с имеющимися у вас отрисовками. Лично я для этого использую горизонтально-раздельную компоновку с выводом карты и бокового сканирования. Прохожу необходимый участок зигзагами. Подобные маневры часто называют галсами, что собственно неверно. Галс — это характеристика курса судна относительно ветра. У видеооператоров-квадрокоптеров подобные маневры называются съемка по параллельно-промерным линиям. В общем, я прохожу участок водоема туда и обратно с соблюдением дистанции между проходами около 50 метров. Наблюдая в боковое сканирование за структурами дна и обнаружив интересующие меня структуры, прерываю отрисовку и уже непосредственно над найденными отклонениями обследую фрагмент участка более подробно. А во время детального обследования включаю нижнее сканирование и классический сонар. Если диагональ вашего карплотера 12 дюймов и выше, вот как на этой 12 FS, замечательный аппарат, то нижнее сканирование и сонар можно добавить в раскладку изначально. Но на 9 дюймах это все же как-то мелковато. Теперь я научу вас одному фокусу. Ранее мы обнаружили, что в нашей стране не работает Genesis слой, но он затемняет область имеющихся карт. И этот побочный эффект можно использовать для того, чтобы обозначить области, где мы еще не проводили отрисовку Genesis Live. Отрисованные участки станут более светлыми, что позволит правильно прокладывать маршрут по водоему, чтобы зарисовывать недостающие фрагменты карты. Давайте теперь поговорим о некоторых нюансах. И начнем с сетевой работы эхолотов. Если на борту вашего судна несколько картплоттеров, объединенные в сети Ethernet и, конечно же, в сети MEA 2000, то для отображения карт SIMAP на всех устройствах достаточно будет разместить флешку с необходимой картой на одном из них. Так, пошла инициализация. И как видим, карта SIMAP у нас прекрасно заработала. Но есть нюанс. В отличие от сети Garmin, Ethernet на эхолотах Lowrance только считывает флеш-накопители, но никак не производит запись. И это очень странно. И для того, чтобы иметь визуализацию слоя именно Genesis Live на всех устройствах,
вам понадобится отдельный флеш-накопитель для каждого устройства высокого качества и скорости. Просто форматируйте флешку 10 класса U3 до 32 гигабайт в формат FAT32. Затем копируем на этот носитель папку Genesis Live с основного носителя. Затем вставляем ее в эхолот. Включаем Genesis Live. И у вас появляются уже отрисованные участки реки. А также карт-плоттер будет записывать Genesis Live, но параллельно на каждом устройстве отдельно. Далее, нередко ко мне обращаются с вопросом, почему пропадают отрисовки и вообще Genesis Live живет какой-то своей жизнью. Действительно, в ряде случаев возникают ситуации, когда неожиданно на водоеме вдруг ни с того ни с сего безвозвратно исчезает значительный сектор карт глубин, которые были отрисованы, скажем, накануне. И остается только отрисовывать фрагмент заново. Давайте разбираться, почему так происходит. На самом деле Genesis Live максимально чувствителен к скорости флеш-накопителя, так как это связано с чтением и построением тайловой системы карт. То есть карта глубин — это не одна огромная картинка, а множество крошечных фрагментов, из которых, подобно пазлу, собирается видимая часть отраженных на экране изобат, что подразумевает многочисленное количество одновременных записей и чтения с флеш-накопителя. Другими словами, накопитель, на котором записываются карты, должен быть максимально надежным и скоростным. Подавляющему большинству продавцов карт абсолютно наплевать на конечного потребителя. Но для увеличения оборота он снижает ценник своего продукта именно за счет некачественных дешевых флешек. И вот незадачливый рыболов купил карту подешевле, а скорости дешевого флеш-накопителя не хватает для своевременного считывания файлов. Карт-плоттер думает, что на этом месте нет записей и начинает отрисовку с нуля. Поэтому приобретайте карты только у проверенных продавцов, которые озаботились не снижением цены продукта, а его качеством и надежностью. Вот, например, посмотрите, в магазине Александра Ховрина карты поставляются на флеш-накопителях 10 класса высокой надежности SanDisk. Но даже со сверхнадежными и быстрыми флешками мы, к сожалению, не защищены от сбоев. Ну, во-первых, у флешек всегда есть определенный лимит перезаписи, и со временем происходит деградация контроллера. Поэтому опытные пользователи всегда хранят копии своих отрисовок на персональном компьютере. Для сохранения копий необходимо воткнуть флешку через соответствующий переходник и скопировать папку Genesis Live в удобное для хранения место. И в случае порчи карты или выхода из строя носителя вы всегда сможете воспользоваться имеющейся у вас копией, а также объединить несколько отрисовок в одну, чему я вас научу чуть позже. Очень важное замечание. Не пытайтесь вставлять флешку на устройство Android. Мною неоднократно фиксировались случаи, когда после этого карты SIMAP переставали работать. Вероятно, это связано с тем, что Android записывает на флеш-накопитель множество своих рабочих папок и файлов. Возможно, что-то еще и перезаписывает. И в ряде случаев это приводит к отказу работы карты в карт-плоттере. Персональный компьютер тоже записывает на флешку папку System Volume Information с информацией об объеме системы, но это единственная папка и не мешает работать Genesis Live и SIMAP в целом. Также рекомендую приобрести чистую флешку 32 гигабайта 10 класса U3 высокого качества, но ни в коем случае ни на каких там маркетплейсах, Валберес, Озон и же с ними. Очень велика вероятность приобретения подделки. Мой личный опыт по данному вопросу очень печален. И цена продажи никак не влияет. Хорошо, что мне площадка вернула средства. Короче,
Покупайте только у официалов, где гарантируется качество, гарантия и подлинность изделий, вот это вот все. Итак, на качественную флешку тоже запишите копию Genesis Live. И если на водоеме у вас основная флешка засбоила, то вы можете всегда воспользоваться копией. Просто извлекайте из гнезда основную флешку и вставляете резервную копию. И исключительно на Genesis Live сможете продолжить свою рыбалку и вот прям вот в этом секторе не потеряете ничего. А дома объедините эти карты в одну, чему я вас чуть ниже научу. Есть еще один момент. Вы, наверное, замечали, что в корне флеш-накопителя со временем создаются файлы с расширением GSD. Так вот, эти файлы создаются в двух случаях. Первым — для загрузки в учетную запись Genesis BioBase, где в личном кабинете на сайте SIMAP вы сможете создать свою пользовательскую карту. Ну и для загрузки социальных карт. Но учитывая сложившееся положение вещей, для нас это как бы бесполезно. Грустненько даже. Также эти файлы могут создаваться в аварийных случаях, если скорости чтения записи флешки не хватает или по каким-то причинам возникает тротлинг системы, связанный с перегревом аппарата или с выведением на экран максимального количества окон с программами сканирования, при этом на карте выведены слои с максимальными подробностями, то картплоттер не успевает разложить данные в базе и создает временные файлы очереди непосредственно в корень флешки. И по идее позже, при относительном простое системы, этот файл должен перерабатываться и записываться в базу карты, после чего удаляться. Но это не всегда происходит. И, кстати, нередко файл образовывается при скачках напряжения и при некотором некорректном отключении эхолота путем обрыва питания. И как итог, как в первом, так и во втором аварийном случае эти файлы накапливаются и начинают тормозить систему в целом, так как картплоттер периодически опрашивает содержимое этих файлов, проводя некую сверку. И в результате мы получаем лишние операции, которые снижают общую производительность системы. Поэтому периодически удаляем на персональном компьютере эти файлы самостоятельно. Но на всякий случай, перед тем, как вы будете производить какие-либо операции с накопителем, всегда копируйте содержимое флешки на компьютер. Теперь поговорим еще об одном минусе и как с ним бороться. В отличие от карт QDrive на Garmin, у Genesis Live невозможно включить отображение изобат отрисовок без их перезаписи. И вот представьте, у вас имеются отличные подробные отрисовки водоема. Но администрация водохранилища именно сегодня сбросила воду на пару метров. Вы включаете отображение Genesis Live, и картплоттер начинает перерисовывать ваши изобаты, фактически искажая рельеф дна. И в этом случае на помощь придет компас Fix Point. Для тех, кто будет писать в комментариях типа «У Лоуренса имеется коррекция глубины сонара», отвечу сразу. Если на водоеме упал уровень воды, скажем, на метр или два, то, скорректировав глубину через инструменты Лоуренс, очень легко вылететь на мель с соответствующей потерей редуктора и винта, или вообще затопить лодку, разорвав брюхо, так как в этом случае у вас исчезает возможность мониторить реальную глубину. Короче, встроенный вариант вообще не вариант. Конечно, хорошо тем, у кого домашний водоем, например, озеро, имеет стабильность. Глубины меняются редко, а структуры дна могут оставаться неизменными годами. Но большинство судоходных рек в этом плане очень динамичны. Итак, для того, чтобы грамотно решить данную проблему, согласно инструкции, подключаемся к компасу FixPoint по Wi-Fi. Идем в закладку «Настройки», включаем управление
Genesis Live, после чего перегружаем компас. Дожидаемся перезагрузки и идем в установки эхолота. В левой колонке находим раздел «Сеть» и в спецификации приборов видим 4 устройства FixPoint. Непосредственно сам компас, у которого в настоящий момент в качестве источника GPS установлен симулятор, так как в условиях бетонной застройки спутники поймать практически невозможно. Настройка функции 360, которая сейчас выключена, о назначении которой мы говорили в отдельном выпуске, где я поясняю, почему она крайне необходима для эхолотов Lowrance при структурном сканировании и почему в настоящий момент без нее нельзя. Также мы видим коррекцию глубины и управление Genesis Live. Для начала включаем управление Genesis Live и идем в источники данных. В закладке эхолот в качестве источника глубины выбираем FixPoint Sonar и убеждаемся, что в качестве кормовой глубины установлен датчик, подключенный непосредственно к эхолоту. Этот показатель будет отображать реальную глубину под лодкой. Идем на карту или на необходимую закладку и выводим на экран наложение кормовой глубины. Теперь в любой момент вы можете вывести на карту слой Genesis Live, но при этом отключить перезапись. Для этого в настройках сети спецификации достаточно отключить FixPoint GL. И как видите, Genesis Live отображается, показания глубины отсутствуют, а перезапись глубин не происходит. Но при этом отображается кормовая глубина, по которой вы и будете мониторить реальную глубину непосредственно под лодкой. Также вы можете вносить коррекцию в запись. Теперь мысленно смоделируем ситуацию. Вы у причала или на месте слипа устанавливаете контрольную точку, по которой определяете эталонную глубину. И перед тем, как направиться на рыбалку, заходите на данную точку, сверяете реальную глубину с отметкой на вашей карте, в спецификации прибора настройка сети включаем управление GL, заходим в FixPoint Sonar и вносим коррекцию, например, плюс 2 метра. Возвращаемся на карту и наблюдаем реальную кормовую глубину и глубину, по которой происходит отрисовка с коррекцией на 2 метра. Ну и после внесения коррекции отправляемся дальше, не боясь изуродовать свои карты и лодку. На мой взгляд, очень изящное продвинутое решение проблемы, позволяющее в любой момент вернуться к штатным настройкам по умолчанию. Теперь поговорим о тех, кто предпочитает малые реки и озера без судоходства, для которых отсутствуют карты SIMAP. В этом случае можно использовать только собственные отрисовки карт Genesis Live. Выше я не случайно рассказывал о том, что в 2020 году SIMAP полностью сосредоточилась на продуктах Navico. И если раньше для активации инструмента Genesis Live необходимо было зайти на сайт SIMAP, пройти регистрацию, скачать социальную карту из какой-нибудь левой стороны и вот это вот все, то в настоящий момент, начиная с прошивки 25.2, для активации Genesis Live на эхолотах достаточно вставить пустую флешку емкостью до 32 гигабайт, отформатированную FAT32, и функция Genesis Live активируется автоматически. Это уже очень приятно даже для тех, кто пользуется картами SIMAP на случай выхода из строя основной флешки. Но повторюсь, флеш-накопитель должен быть максимально скоростным 10 класса U3 и емкостью до 32 гигабайт. Теперь поговорим о альтернативных картах, которые используют Genesis Live. На сегодняшний день наиболее точные карты XMAP. Ну как точные? На водоемах, где по несколько раз в неделю меняется уровень воды, никакие карты не будут точными. Но в большинстве случаев иметь достаточно актуальный рельеф дна очень и очень полезно. Есть спорный момент, хотя лично я считаю, что нагрузка карт лишними деталями нецелесообразна. Но народ часто хочет иметь отображение плюс-минус актуальной береговой инфраструктуры.
И я понимаю, когда на карт-плоттерах Garmin, размещенных на снегоходах или квадроциклах, добавляют автомобильные карты топа, но на лодку. Хотя народ постоянно об этом спрашивает. И вот на картах XMAP мы наблюдаем береговые зоны и инфраструктуру. Кстати, у карты имеется своя палитра, вот такая красивенькая, но также ее можно раскрасить и стандартными палитрами затенения глубин. Но мне особенно понравилась функция затененный рельеф. Включаем, и карта становится объемной. Блин, мне так нравится этот псевдо-3D режим. Кстати, эта объемность отлично работает даже без батиметрии высокого разрешения. Мое почтение! Производитель осуществляет поддержку и обновление своих карт. Подробности о картах XMAP можете уточнять в магазине Александр Ховрина. Но сразу предупреждаю, это исключительно рыболовные карты. На них в настоящий момент отсутствует судоходная инфраструктура. Ну там бакины, фарватеры и прочие элементы судоходства. Поэтому рекомендую использовать на борту эхолота, в том числе и карту SIMAP. Также в магазине Александр Ховрина я нашел очень подробные карты водоемов Подмосковья. Так, вот посмотрим, как выглядит, например, Можайское водохранилище на картах SIMAP. А теперь посмотрите детализацию отрисовки карт Подмосковья на этом же участке. Впечатляет. Далее, у компании Garmin существует сообщество CubeDrive, в котором пользователи обмениваются своими отрисовками. И хотя к этому сервису тоже есть ряд вопросов, но он все-таки есть и работает в том числе и для россиян. А вот у Навика тоже есть, но не для россиян. И вот представим, что вы вдвоем с приятелем решили отрисовать один водоем, а потом объединить свои отрисовки. Для этого вам понадобится бесплатная утилита, живущая на пожертвования Genesis Live Tool. Давайте смоделируем ситуацию. Вот у меня две флешки, Васина и Петина. На каждой имеются отрисовки Genesis Live. Копируем с обеих флешек папки Genesis Live в директорию, где расположена утилита. Пусть первая будет называться Genesis Live Васи, а вторая Genesis Live Пети. И первым делом конвертируем содержимое папки Васи в CSV файл. Затем конвертируем в CSV файл папку Пети. Открываем с помощью блокнота файл Васи и видим записи координат и глубины разделены запятой. Собственно, приблизительно так и выглядят отрисовки глубин глазами эхолота. Теперь открываем блокнотом Петин файл, копируем содержимое файла и в конце содержимого Васиного файла вставляем содержимого Петиного файла. Сохранить как и назначаем новое имя Васин Петинг. Но это далеко не все. Дело в том, что в этом файле есть некоторое количество дубликатов строк, которые нам совершенно не нужны. Поэтому закрываем файл, и теперь нам понадобится Excel. Наблюдаем, что данные записаны в одном столбце, что, собственно, нам помешает. Выделяем столбец, идем в закладку «Данные», нажимаем текст по столбцам, далее выбираем в качестве разделителя запятую, далее «Готово». Данные разместились по столбцам: широта, долгота и глубина. Отлично. Теперь нужно найти дубликаты. Выделяем столбцы с широтой и долготой, нажимаем инструмент «Удалить дубликаты», и вот у нас уже есть объединенные данные, но без задвоения. Теперь необходимо конвертировать это обратно в CSV формат. Сохранить как? Выбираем нашу папку, называем файл, например, newgl. Тип файла указываем CSV с запятой в качестве разделителя. И теперь проверяем полученный файл, открыв его в блокноте. Нередко Excel глючит и вместо запятой в качестве разделителя устанавливает точку с запятой. Будьте внимательны и всегда проверяйте. Не беда. Ставим курсор в начало файла, нажимаем Ctrl-H или «Изменить»,
Заменить. В верхней строке вставляем точку с запятой, в нижней запятую. Нажимаем «Заменить все». Замена прошла успешно. Теперь сохранить как, тип файла все файлы и сохраняем. Возвращаемся в утилиту Genesis Live Tool. Конвертируем созданный нами CSV файл в карты Genesis Live. Выбираем наш файл и в папке, где расположена наша утилита, появилась директория Genesis Live Out. Теперь просто в наименовании папки удаляем лишнее и копируем папку на флешку Васи, а потом и на флешку Пети. И получаем объединенную карту Genesis Live. Так, вроде бы по основным моментам мы прошлись. Если я где-то ошибся, поправляйте меня в нашей группе. Напоминаю, что все упомянутые карты вы можете приобрести в магазине Александр Ховрина, где для подписчиков нашего канала предоставляются скидки. Поэтому подписываемся прямо сейчас, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока. Слушай, ну так, сложненькая тема, но мне кажется, мы справились. Мы молодцы. Эй, Макси, проснись. Проснись, девочка моя. Все, съемка закончилась. Да, иди мышей ловить.